четверг и заключительный эфир 4-го сезона, но у нас было прерывание, и час я вещала, а потом эфир слетел, и сейчас я выхожу снова, я повторю какие-то моменты. Я надеюсь, что вы со мной, и вы сейчас вернетесь. Обидно, конечно, он не сохранился, я не знаю, что произошло, то есть просто все слетело. Вот, и я вещала тут в пустоту какое-то время. Так что немножко мы с вами повторим. Да, по существу нашей темы немножко я повторю, потому что я надеюсь, что вы с этим моментом еще столкнетесь. Мы говорим про арочные конструкции, конструкции мостов. Спасибо тем, кто возвращается и в эфир вместе со мной. Он слетел, не сохранился. Сейчас я повторю какую-то часть для того, чтобы она сохранилась. Хочу сказать, что очень всеми горжусь на курсе, всеми огромные молодцы, кто работает все 4, вот этот сезон, и я вижу, что хорошо, что успела записать, я с вами. Отлично. Ну, я сейчас повторю основные моменты, мы с вами их быстро повторим. Ну, так случается, что делать час работы впустую. Те, кто послушает два раза, ничего страшного. Вот, я не переживаю, всякое бывает, все случается. Значит, мне жалко только, что свет у нас плохой, возможно, освещение. Сейчас посмотрим, как мы, может быть, подправим это. Да, я знаю, где слетело, но он не сохранился, предыдущий. Да. Вот, поэтому как бы я могла бы продолжать, если бы хоть что-то из этого сохранилось. Вот, но, к сожалению, ничего из этого не сохранилось, поэтому мы с вами будем сначала. Вот. Потому что многие не смотрят в Инстаграм и все-таки смотрят в других площадках. Еще раз повторюсь, что очень всеми горжусь. Это огромный, колоссальный ваш личный опыт вклада в свое творчество. И это ваша заслуга в первую очередь. Потому что, я говорю, я тут с ключиками стою, раздаю знания. Можно их не взять. Можно их не использовать, можно просто там не понять, откуда ключик, и где-то его бросить, выкинуть и так далее. А когда вы берете его, открываете дверь, то это уже ваша заслуга, вы самостоятельно это делаете для себя. И по тому прогрессу, который я видела вчера на просмотре работы, я вижу, насколько большой прогресс у всех. То есть вот это вот от кривеньких домиков мы перешли к работе с пятном, перешли уже вот к такой глобальной работе. И у нас сегодня арочные конструкции, я повторяю два раза, я говорю, поэтому сейчас переключаемся. Немножко мы с вами повторим. Как-то так оно было. Значит, здесь у нас, давайте для начала посмотрим. Я повторю вот эти элементы. И что у нас? Арки, арочные конструкции и мосты. Я на самом деле подготовила, у меня есть записан сейчас уже большой курс по построению именно вот этих вот конструкций, вокзалов и всего. Там очень круто все. И я думаю, что к весне мы его доделаем, допишем. Вот. Но сейчас мы с вами давайте разберемся еще раз. В первую очередь нам нужно, мы с вами запомнили, что нужно все измерять. Если у нас получается такая Санта-Барбара, и мы стоим посередине арки. Так. Я повторю, потому что раз я уже это решила сделать. Мы стоим посередине арки, вот такая у нас Санта-Барбара, смотрим здесь и понимаем, что мы вот здесь по центру. Что в этом случае у нас получается? У нас с вами получается, что мы всегда сначала задаем и измеряем линию горизонта. То есть линия горизонта, мы можем ее измерить, проведя линию через, например, основание колонн и через вот эту часть. Мы проводим через две линии от одного предмета и находим эту точку схода. В данном случае я могу ее и задать самостоятельно. Точка схода находится посередине. Темновато. Сейчас включу свет. Ничего не поделаешь.
Будем с вами подсвечиваться. Надеюсь, что хорошо будет сейчас. Так. Потому что сегодня у нас день зимнего солнцестояния, ничего не видно. Но очень интересно. Видите, просто минус в том, что когда я показываю... вот здесь буду показывать. Хорошо. Со светом лучше же, да? Так. Сейчас просто глаз перенастроится. Значит, у нас здесь с вами получается вот эта арка, и где-то у нас тут вот линия горизонта. То есть вот мы измерили, я, например, сейчас просто нарисую, опять же, точка схода, проведу линии. У нас, когда точка схода определена, то все линии проводятся через нее, получаются такие лучики. Нам нужно с вами... Это первое, что мы определяем, то есть мы, по сути, с вами вот эту линию, например, находим, задаем, и линию начала колонн. То есть мне, наверное, видите, я немножко переволновалась, надо пониже начать. Еще раз, чтобы у нас с вами... Вот у нас. Оп. Несложно. Повторение, мать учения. Просто чтобы видели мы всю эту арку вверх. Так, здесь вертикальная линия. Тын-дын-дын. Все. Значит, вот у нас с вами линия горизонта. Мы ее измеряем с натуры. Измерить с натуры. То есть мы ее находим, либо можем ее сразу установить, либо можем благодаря двум линиям каким-нибудь от одного предмета, там, например, низу, очевидно, и вот начало колонн. Например, она здесь, вот эта линия, там, где у нас вертикальные переходят в овалы. И вот мы их измеряем с натуры, то есть, по сути, 3. Как измерять, уже в предыдущих мы эфирах с вами разбирались. Далее, когда мы смотрим фронтально, что мы делаем? Для того, чтобы определить, мы берем расстояние между колоннами. Здесь у нас получается такая же история, как с окнами. Когда у нас окно большое, оно идет в перспективной линии, следующее у нас меньше, расстояние тоже уменьшается, окно все меньше, я сейчас утрирую. Меньше, меньше, и расстояние все уже, уже, уже. То есть вот у нас каким-то таким образом работает. Здесь мы с вами можем через маленькое расстояние расставить вот эти колонны. Давайте, чтобы нам было заметно, чтобы мы их видели. Вот у нас точка 1, точка 2. То есть каждый раз расстояние увеличивается. 3, 4, 5. Для того, чтобы они у нас были на одной прямой, они всегда будут на одной прямой. У нас здесь получается 1, 2, 3, 4, 5. И мы их нашли с вами на другой стороне. Так, 1, вот это, все соврала. 1, нет, все правильно, 2, вот это 3, вот это 4, вот это 5. Далее, что мы с вами делаем? В зависимости от того, насколько U-образным конусом мы хотим наверх проводить, то есть чем выше свод, тем расстояние между точками больше. То есть я хочу, например, повторить его, тогда, в принципе, расстояние будет небольшое. Если я хочу каждый раз их, вот у меня здесь это вертикаль, то есть у нас такой крест, это вертикаль. Потому что я стою посередине нашей арочной конструкции. И здесь я хочу, например, тогда расстояние будет больше. То есть вот не такое, а чуть-чуть больше. Каждая будет следующее, например, давайте вот 2 здесь, 3 здесь, 4, 5. То есть в зависимости от этого будет большая арка наверх или меньше. То есть у вас может быть повторяться, а может быть это просто дверь, на которой, у нас 1, 2, 3, 4, 5. Так будет легче. Вот у нас с вами 3 оси. Далее мы начинаем с вами соединять. 1, 1. Соединили.
2, 2. До этой точки у нас все идет ровное. Здесь ровное, дальше она такая же симметричная и в эту сторону. То есть это вот начало колонн. 2, 2, 3. То есть мы до сюда можем довести. Здесь прямые. Ну, обычно в зданиях так и происходит. То есть у нас не сразу начинается какая-то арка, у нас сначала прямые до какой-то высоты. Так, здесь 3, 4, 5. Здесь, если по ощущениям хочется, я их расставила, но если хочется чуть-чуть побольше, могу чуть-чуть по расстоянию увеличить. Вот здесь пропорционально увеличила. Ну, то есть главное, чтобы оно не было меньше, чтобы вот так у нас ничего не шло. То есть это неправильно. Все-таки оно идет наверх, и поэтому это условно. Лучше эти расстояния измерять. Я сейчас просто вам показываю, как мы можем это там придумать правильно, да? No, I don't speak English because today it's a Russian course, free course, because my Russian people unfortunately don't understand English mostly. That's why I speak Russian. But of course you have, you can find a free lesson on my school, Art Kustova School. Free lesson with English subtitles. The instruction you can find in the story now, and today in story, you can find how to get this course, this lesson about mountains on sunset. But today I speak Russian. Окей. Итак, друзья, далее. Ну, то есть, видите, вот, например, здесь я построила так, здесь расстояние взяла поменьше и, например, сделала вот здесь расстояние повыше. В зависимости от этого получились арки и разные конструкции, но они имеют всем место быть, они построены правильно. Далее. Thanks, you're amazing. Thank you so much. I'm really appreciate. Далее у нас получается с вами второй момент. Это когда мы не посередине стоим. Значит, давайте я здесь покажу на этой арке. Кто смотрел, еще раз посмотрит. Значит, я использую. Третий раз, надеюсь, сегодня не придется повторять это. Так. То есть проводим через... Ну, здесь можно взять низ этих участков. Я провожу по линейке, нахожу вот эту точку схода. Ну, она посередине, я немножко здесь... Есть погрешность в измерениях небольшая. Значит, вот тут она. И далее я могу от каждой вот этой вот колонны провести... линию, ну пусть будет вот здесь. То есть вот они у меня. Я могу себя проверить, провести горизонталь, да, будет как раз у нас край колонны вот здесь. То есть вот у меня получается точка. Далее, через этот центральный момент, то есть вот то же самое на натуре. Мы стоим посередине, у нас получается вот эта вот конструкция. Каждая следующая, вот у нас все эти точки, которые находятся, мы можем их снять с натуры, приблизительно измерить. И через них, уже через каждую из них мы проводим наш свод. То есть вот он у нас проводится. Я думаю, что этот момент понятен. Более сложная система и схема происходит, когда мы рисуем ту историю, когда мы не посередине стоим. Ну-ка, сейчас мы продублируем этот момент. Здесь мы... вернем все, вернем к оригиналу. Итак, происходит таким образом. Мы стоим с вами, ну, например, у правой стороны какой-то арки.
Я здесь вижу арку, и вот этот вот момент самой арки, то есть вот этот вот элемент, я ее рисую без искажений. То есть вот я представляю, что она посередине. Нарисовала. Ну, плюс-минус. Значит, далее мне нужно определить ее высшую точку, центр. Я беру эту высшую точку, ну вот здесь приблизительно вот эта линия. Я беру эту линию, переношу для себя. Далее я могу взять какую-нибудь линию, ну не знаю, наклона вот здесь. То есть мне нужны две линии от предмета через нижнюю часть. И я определяю линию горизонта. Вот она, самая горизонтальная линия горизонта, линия наших глаз. То есть это линия низа таким образом. Это центр, центральная линия. То есть если, когда мы стояли посередине арки, это была вертикаль, то когда мы стоим справа или слева, то центральная линия точно так же смещается. Она перестает быть вертикальной и перемещается. Но это нам не мешает, это нам помогает найти точку схода. Далее из этой точки мы строим сколько угодно линий себе для опоры, можем там еще больше, в зависимости. То есть, если хочется через определенное расстояние, то мы можем вот так через определенное расстояние разбить и через эти определенные расстояния провести все эти линии. Тогда у нас получатся вот эти вот как раз линии здесь. Но мы с вами сейчас не это. Нам нужно поставить вот такие окружности. Вот их сложнее всего. Что мы делаем с вами? Для начала мы ставим точки 1, 2, 3 через такое расстояние, через которое вы хотите. Ну вот, например, здесь 1, 2, 3. Я делаю так, чтобы было видно вам. То есть они здесь чаще. Ну, представляем, что чтобы... Это схема. Значит, далее. Будет казаться, что когда мы стоим не посередине, а расстояние между этими точками, оно другое. Мы можем, безусловно, их измерить и с натуры снять. То есть, ага, вот это расстояние вот такое. Можем сделать вот так, провести горизонтальную линию, и мы сразу увидим, что а расстояние здесь и расстояние здесь, оно кажется как будто бы другое. На самом деле это из-за перспективы. 2, 3... 4, 5, где-то там. Далее, вот на этой линии точно так же мы его можем измерить с натуры, либо просто для себя представить, что вот какое-то оно такое. Я задам, главное, чтобы расстояние увеличивалось. Если она такая приземистая, то не сильно большое расстояние между ними. Так, и теперь я соединяю, соответственно, 1, 1, 2, 2, 3, 3 и так далее. Оно вот это расстояние на центральной линии, то есть обращаю ваше внимание, проходящий через центр, то есть через вот эту верхушку и точку схода. Когда мы, еще раз, когда мы смотрим посередине, то у нас точно так же эта линия проходит через центр, через вершинку арки, через центр, да, с точку схода. И сюда. Но мы стоим посередине с вами. А здесь точка схода у нас левее, чем сама конструкция. Мы это как сделали? Измерили. То есть мы с натуры измерили вот эти две линии, благодаря которым нашли линию горизонта и точку схода. Все. То есть измерить нам в любом случае надо. Мы ее из головы не возьмем. Возьмем из головы, но будет не совсем так. То есть даже если вы что-то придумываете, и мы сразу видим, что, ага, здесь точки по ощущениям выглядят чаще. Даже если вы, ну вот какую-то кривизну там не угадаете до конца, ничего страшного. Самая высокая точка будет вот здесь. То есть вот если мы вот так не надуваем, то есть самая высокая, она точка 2. Самая высокая точка 3. То есть самая высокая точка будет на линии. То есть на центральной линии наивысшая точка. Точка. Ну, давайте так, кривой. Потому что это не всегда вообще окружность, и не всегда это что-то такое понятное. Значит, наивысшая точка. Поэтому мы здесь
Дальше все идет все ниже, 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 ниже. Ну вот я условно взяла сейчас, прочертила вот эту конструкцию. Если хотите вот эти вот переходные линии, то точно так из точки схода вот они будут идти, то есть это мы уже можем с вами их определить. Это вот эти вот промежуточные. А у меня, да, будет на эту тему. Эта тема непростая, сразу может не получиться, поэтому она как бонус у нас идет в конце 4-го сезона. Тут нужно строить. Значит, давайте с вами разберемся с мостом. Давайте вот с этой сейчас, да, покажу, чтобы мы тут все не сомневались, что я вообще про это говорю. Значит, сейчас через нижнюю, что мы делаем, да, то же самое. Через нижнюю. Давайте синим. Так, синий. Здрасте. А почему мы не рисуем? Так, раскрутилась. Раз. Находим самую высшую, ну, представим, что условно, что это вот эта линия. Ну, какая-то из них будет наивысшая. То есть она здесь может быть и не являться физической конструкцией. Она может быть вот вообще вот такой линией. То есть она может быть идти посередине у этих двух, например, без разницы. То есть она может быть не отражена в конструкции самого элемента. Это получается у нас... Что линия горизонта, линия наших глаз. Из этой точки выходит все остальное. То есть вот у нас все отсюда идет. Далее мы с вами определяем, можем вот на этих линиях, здесь, ну, на какой-либо из линий, это может быть как раз линия основания. Вот тут и тут небольшой уголочек совсем. Мы можем для себя определить вот эти точки. Сейчас будет сложно, потому что они находятся здесь часто, точно так же мы не видим, но мы можем взять, например, какую-то вот эту точку. Вот эту точку. Теперь я беру вот нулевой градус, то есть мы видим 0, провожу горизонталь и нахожу эту точку здесь. То есть вот я провожу горизонталь, и эта точка находится вот здесь. И теперь давайте проверим, если я буду проводить наверх, то да, оно в эту точку и выйдет. Вот и все. То есть они находятся на горизонтальных линиях. Далее, через каждую следующую, то есть вот у нас проходит вот так вот, здесь понятно, да, это может быть какая-то 10, 9, 8, 7 и так далее. И вот здесь это явно десятка, 10, 11, 9 и так далее. То есть вот девятка и девятка, это следующие горизонтали, они могут здесь очень близко находиться. Я специально через расстояние делала, чтобы понять. 3 главные величины: линия схода, линия горизонта и самая высокая точка. В данном случае, да, то есть мы, получается, находим линию горизонта, здесь точку схода и самую высокую точку на вот этой вот конструкции. То есть для того, чтобы от нее уже исходить. Все. И мы дальше через нее строим. Давайте посмотрим то же самое на мостах. Я тут уже рисовала, но у нас все исчезло. Значит, представим, что нам нужно найти здесь самую высокую точку у моста, потому что у нас всегда бывает заблуждение, и мы начинаем рисовать и думаем, а как его построить? Вот так, или вот так он строится. Как строится? Непонятно. Значит, чтобы не было этого заблуждения, находим самую высокую. Вы на пленэре точно так же можете сделать, поставив горизонталь, любую, через высшую точку. Вы ее найдете. Находим. Она здесь находится, логично, не сомневаемся, ни здесь, ни правее, ни левее. Вот она. Далее, через низ у нас есть низ, где соединяется основание моста, то есть и вот верх. Здесь мы не видим эту точку, предполагаем, что она где-то вот там находится. То есть мы ее можем, если мы продлим, то вот здесь она будет, правильно? И можем для себя отделить вертикалями. И тут начинаются небольшие чудеса восприятия. Потому что оказывается, что у нас какое, смотрите, огромное расстояние до середины моста, и дальше оно маленькое. Вот у нас с вами так будет всегда, вне зависимости от того, какую конструкцию вы будете рисовать. Если мы не стоим, как Санта-Барбара, посередине,
то у нас, как в Санта-Барбаре посередине, это все-таки город, вот, то, естественно, у нас будет всегда вот так. То есть у нас Б и Б больше А. Насколько Б больше А, будет известно в зависимости от ракурса. То есть если ракурс еще будет развернут, то у нас еще будет больше. Если мы развернем мост вот так, то мы будем смотреть фронтально, и Б приравняется к А. Вот. Но всегда будет вот этот вот момент. Я думаю, что здесь понятно. Для того, чтобы его правильно построить, нам всегда нужно высшую точку и точки соприкосновения. Они, как правило, лежат на какой-то линии, уходящей в точку схода. Но мы это не всегда можем измерить, как минимум предположить, где эти точки находятся, нам важно для того, чтобы построить. Далее, вряд ли вы нарисуете вот так. Если нарисуете чуть-чуть вот так с изгибом, ничего страшного не получится. С практикой будет гораздо легче и легче рисовать уже мосты. И все, и соединяем две точки. Тогда у нас все получается. Вот я рисовала один раз, вот рисовала второй, вот у нас все то же самое. Давайте посмотрим другой мост. Сейчас мы его дублировать. Из-за повторяемости эфира у нас вернуть к оригиналу. Значит, что у нас здесь получается с вами? Мы быстренько сейчас восстанавливаем все свои знания. Значит, находим точки. Вот точка здесь, точка вот тут и где-то, наверное, там. Но две точки по геометрии нам достаточно для того, чтобы провести прямую. Поэтому мы ее проводим. Далее мы видим, что верхушка моста у нас по какой-то другой конструкции идет и явно не в точку схода. У вас может она еще вот такая быть, там какие-то загогулины, неважно. Какие элементы всегда идут, какие повторяемые, какие. Вот эти вершинки. Вершинки арочных конструкций. Мы с вами что делаем? Находим самую вершинку у каждой арочной конструкции. Одна будет здесь, другая будет здесь. И через две точки мы определенно можем провести линию, школьная геометрия. Раз. У нас будет точка схода вот здесь. Мы берем с вами, можем линию горизонта из нее провести. В принципе, даже здесь не обязательно, но представляем, что линия горизонта, она всегда нам помогает, если бы я стою с этой стороны берега. Если бы я стояла с той стороны берега, где была бы моя голова? Вот здесь, на линии горизонта. И вот я была бы такая маленькая, не могу даже нарисовать, но представлю я там. То есть я могу себя транслировать. Я же не уменьшилась в размерах и не увеличилась. То есть я приблизительно такая. Значит, далее мы с вами берем и пытаемся найти точку соприкосновения, когда у нас арочная конструкция заканчивается. Вот одна из точек, вот другая из точек. И через вершинку проводим. Раз. Здесь тоже у нас вершинка. Сейчас. Далее вот здесь точка соприкосновения. И здесь, видите, линия уходит туда, потому что у нас выступающий элемент. Представляю, что вот эта точка будет немножко здесь. И мы смотрим с вами вот наше Б, вот наше А. Снова у нас, давайте для точности, B1, А1. То есть у нас всегда B больше А, B1 больше А1. То есть вне зависимости, в какой ситуации, ближняя к нам часть до точки моста, всегда до верхней точки моста, всегда будет больше, чем следующая. Потому что по перспективе все элементы ближе к нам, они увеличиваются. И через эти две точки мы можем с вами провести... И точно никуда не наврать. Вот точка, вот точка. То есть мы отсюда сюда ведем, отсюда сюда ведем. Благодаря отрезкам и точкам мы можем провести плавно линии. Все, у нас все с вами получилось. Прекрасно. Далее. Я остановилась как раз вот на этом мосту. Если так получается, давайте мы все вернем. Если так получается, что мы не видим точку схода или линия горизонта не очевидна, или вот здесь у нас мост закругляется, он куда-то заворачивает. Но мы все равно всегда можем с вами взять две ориентировочных точки и через них провести линию. И как раз проведя через них линию, мы понимаем, с какого момента у нас мост начал заворачивать. То есть здесь у нас он шел прямо-прямо, здесь он начал заворачивать. Нашли. Далее мы можем через две других, например, вот здесь провести тоже эту точку, или через нижние части моста.
Приблизительно у нас линия горизонта будет вот здесь, на самых горизонтальных линиях. Как мы можем ее проверить? То есть мы можем взять вот так вот за 0, то есть у нас все-таки 0, и вот здесь мы видим, что вот эта вот нижняя часть, она везде совпадает, ну вот приблизительно здесь линия горизонта. Это нам тоже помогает. Далее находим верхнюю точку нашей арочки. Здесь, у этой. Далее проводим снова вертикали через эти точки. Можем беленькие, вот как я здесь, виднее просто на небе. Значит, раз. Там вот через вот этот вот момент стыка. Здесь у нас момент стыка. Есть погрешность, и видите, вот это вот изменение, я специально здесь показала на такой вот конструкции, изменение, потому что арка очень большая, она очень такая, ну, глобальная. Видите, машина маленькая, арка большая, что Б и А, да, они близятся друг к другу, но на самом деле всегда Б будет больше А. Насколько, неизвестно, но будет больше. Для того, чтобы измерить, для того, чтобы нам все равно простроить, нам все равно нужны эти 3 точки. То есть здесь где-то мы понимаем, что я условно погрешность измерений у меня будет. Но мы вот так вот с вами простраиваем ее. Если посмотреть, то вот та сторона Луны, грубо говоря, она будет через расстояние, это уже вам... как это, задание со звездочкой. Вот здесь есть некое расстояние, оно будет по перспективе в обратную сторону, там тоже расстояние, и вот здесь будет высшая точка. И я как бы теоретически провожу, ну, по сути, это эквидистанта. Эквидистанта условно, это повторение одного и того же элемента. То есть вот это эквидистанта на расстоянии, например, B там, или на расстоянии C. То есть мы туда представляем, и вот она у нас туда куда-то уходит. Чуть раньше она, правда, закончится сейчас. Вот так вот. Здесь будет параллельно. То есть вот так у нас вот там идет арочка. Куда-то туда. Можем представить. То есть, но все равно мы не перекашиваем в сторону, у нас в сторону А. То есть мы не делаем здесь огромную. Здесь еще есть момент, что на фотографиях здесь есть уклон, наклон моста, поворот, какие-то еще моменты. Но если мы знаем это, то это нам поможет строить правильно, потому что иначе вы будете говорить, ну там было так на фото, а человек будет видеть этот перекос. Вот, поэтому здесь всегда можете для себя взять несколько мостов и проверить их уже на это построение. Любые арки, то есть мы можем взять вот такие арки, здесь будет та же самая схема. Мы уже вот когда с вами посмотрели и поняли, мы уже видим, что вот верхняя точка, вот верхняя точка, вот верхняя точка, то есть если в плоскости, вот верхняя точка. То есть у нас явно линия проходит вот так, то есть линия проходит вот здесь. То есть и это нам помогает строить. Анастасия, какая же вы умница, спасибо большое. Пожалуйста, вы только делайте. Значит, домашнее задание – это помучить арочные конструкции. Это могут быть какие угодно, любые. Вот такие, там такие, сякие. То есть ДЗ – это, значит, построить несколько мостов и арочных конструкций. Я сразу скажу, я подготовила курс по акварели на эту тему, но для того, чтобы к нему приступить, я вам рекомендую сначала в карандаше этот момент для себя проработать, потому что, конечно же, я там объясняю, но там больше на акварельную технику и как мы упрощаем вот эти сложные элементы. А если мы... с вами не будем понимать, как это строить, то, конечно, будет сложно. Поэтому ваша личная практика, я вас, так сказать, готовлю к более сложным курсам уже по акварели, потому что надо разделять, иначе это будет какой-то годовалый курс, когда мы там целый год будем стараться что-то сделать. Нам все-таки хочется более быстрого результата, поэтому готовимся. Сейчас подумаю, может, что-нибудь мы с вами нарисуем все-таки в графике. Я думаю, что вот какую-нибудь такую арку нарисуем. Просто здание. Вот, хочу вам показать. Это чисто просто похвастаться, не знаю. Люблю очень этот мост. Я из города Калуги.
И в городе Калуга есть вот такой, называется Каменный мост, архитектор Никитин. Это копия, одного из римских акведуков. Он, что такое акведук, да, вот я думаю, вот здесь видно его, вот когда он до реставрации, когда его отреставрировали, он там начало века, он, видите, имеет двухуровневую арочную конструкцию, вообще великолепный мост. И будете в Калуге, обязательно посмотрите. Мне, конечно, до реставрации он нравился больше, то есть что-то немножко ушло, но, с другой стороны, когда-то же он тоже был новый. Но вот здесь вот укрепили его дополнительными, это такая, знаете, артерия города, через которую все проходит. Ну, когда вот здесь все побрили для реставрации, конечно, вот когда сейчас уже все в зелени, и очень-очень красиво все. Вот. Это еще на книгу тянет. Я думаю, что здесь уже у меня общедоступная информация, я рассказываю, поэтому как-то не думаю сейчас. На самом деле книга – это такой адский труд, который, как сказать, не то, что себя не окупает, конечно, окупает, вот, но вторую я не... Вот я как бы там что-то пописываю для себя, как говорится, но я что-то не очень уверена, потому что, конечно, с точки зрения там всего мы получаем роялти, это только там... Грубо говоря, стандартная роялти это там типа 10, там 15%, я не буду говорить, какой получаю я, но там, грубо говоря, с продажи, с закупочной цены книги, она обычно в 3-4 раза меньше, чем книга по продажам. И, конечно же, это 4 месяца, где-то 4-5 месяцев работы почти каждый день, это очень тяжело. Я еще, вот прошло уже 2-й год идет после написания книги, я пока отойти от первой не могу. Я вообще не знаю, кто эти люди такие, герои, кто по несколько книг в год пишет. То есть для меня это был настолько энергозатратный и тяжелый процесс сам по себе, что, конечно же, я говорю вам честно абсолютно как, потому что это по 8 часов в день ты пишешь, там еще делаешь иллюстрации самостоятельно, это действительно очень тяжело. Лучше я вот так вам буду рассказывать те же знания. Не уверена, что когда-нибудь еще вообще решусь на книгу. Пока не уверена. То есть хотелось бы, я сначала была полна энтузиазма, а потом, на самом деле, это правда как бы очень-очень затратный процесс. Наверное, кроме как бы пользы, он действительно полезный, но вот она польза в бесплатных видеоуроках, я ее и так вам даю. То есть как бы пусть будет пока первая книга. Вот, собственно, по мостам. Если даже вы видите какой-то такой мост, и там есть вот такая арочная конструкция, то схема абсолютно такая же. То есть здесь как бы в любом случае также мы с вами определяем линию горизонта, точку схода, определяем вертикаль, самую высокую точку, определяем 2 точки вниз и соединяем их вместе. Вот, это нам вообще помогает построить все. То есть какой бы вы ни рисовали мост, какой бы сложный вы там ни делали конструкцию, везде одно и то же будет. Поэтому там уже, говорю, свои особенности в упрощении, там, в акварели, все, но в графике нужно немножко освоиться. Давайте с вами нарисуем. Здесь просто мне нравится, что здесь есть какая-то, я не знаю, тут взяла с какого-то сайта, просто здесь есть светотень. Заодно порисуем, арки построим и немножко отвлечемся. Можете мне вопросы позадавать, пока я тут буду все это строить, рисовать. Желательно взять, не берите лист микроскопический, ничего же не понятно. Вот, давайте мы продублируем эту историю. Так, и здесь я поизмеряю. Так иногда случается, что есть какие-то зависимые арки от одного здания, есть независимые. То есть здесь вот у нас получается, что одна совершенно независимая, она к другому зданию относится. Как же нам так поступить? Давайте найдем линию горизонта. Здесь идет человек. Если идет человек, значит вообще все легко. Идет человек, линия горизонта будет через его голову проходить. Даже не заморачиваюсь. Это в 99%, когда мы идем по улице, фотографируем со своего роста. Если сомневаетесь, можете еще раз, например, точку схода какую-нибудь найти. Вот здесь и, например, какая-нибудь линия вот здесь.
То есть мы... Ну, видите, она, погрешность измерения есть какая-то небольшая, но они будут сходиться где-то здесь на линии горизонта. То есть плюс-минус это некая область. То есть точку... Вы же не измеряете точку там, да, самых. То есть вот, ну, я всегда беру голову человека. То есть здесь я, может, где-то неровно приложила. Ну, да. Вот. Итак, у нас получается арки, и мы с вами ищем высшую точку арки. Давайте красненький. Высшую точку арки. Здесь нам подсказывает элемент высшая точка арки. И они у нас сходятся. Это точка схода для вот этой арки. И у нас через нее проходит, да, тоже у нас все здесь высшая точка и высшая точка. Ну вот она где-то, да, где-то вот здесь. Я неровно. Давайте сотру и еще раз сделаю, чтобы у нас с вами не было. А то скажете, все не так. Значит, точка схода будет просто правее. Вот, и мы тут через два низа, вот по ровной линии, вот она здесь, достроим. Ой, значит, далее, вот через эту точку мы здесь посмотрим с вами высшая точка арки и высшая точка арки. Вот она где-то здесь. Ну вот приблизительно, опять же, конструкция почти на одном уровне они здесь находятся. Да что ж такое-то? Все я задеваю, пока вращаю. Угу. Могу немножко. Понимаю, что... Так бывает, что в жизни не всегда все ровно. Ну вот, может, я чуть-чуть здесь... не прогадала. Ну, вот приблизительно вот так. То есть мы через точку здесь проводим. Вот у нас получаются арки. В любом случае, какие-то две будут точные. То есть мы здесь определяем один вход и другой. Здесь у нас прямая превращается в окружность. А вот в том месте у нас будет, здесь точка схода может быть совсем другая, потому что вообще в другом направлении идут. То есть мы здесь, ну, пересеклось и пересеклось. Вот. И точно так же у нас мы видим вот эту вот в разворот гораздо большую часть, чем здесь. Потому что здесь почти прямая у нас получается. То есть мы для себя определились, все их поставили. Можем строить. Я почему еще такой момент выбрала? Мне нравится светотень, мне нравится дальноплановость здесь. Так. Ну, что-то нам надо же по тону с вами нарисовать. То есть мы с вами работаем с тоном в этом курсе, а не с линией. Поэтому начинаю оттуда, сразу работаю с тоном. У нас вот эта нижняя часть арки, она достаточно темная. Я с дальней начинаю, с дальнего плана. Там у нас какое-то еще дерево и что-то внутри. В том случае это, конечно, дальний план, и его контрастность будет меньше, чем вот на переднем плане. Но это не значит, что он не темный. То есть, да, он темный, просто впереди будет еще темнее. Значит, и я здесь возьму, затонирую. Там могут быть какие-то окна, что-то такое. Вообще все не белое тут у нас. Какое-то деревце. Давайте человек идущий. Так что понимаем уже все вместе, как у нас человек идет, как мы его нарисуем здесь. А может быть, какой-то фонарь протертый. Здесь у нас машины ниже чуть-чуть, чем человек. Но они здесь присутствуют. Поэтому я тоже их отмечаю. Может быть, не все, но какие-то с тенью под машинами. То есть мы как-то так к человеку еще вернемся. Ну, можно несколько нарисовать. Какие-то детали, пятнышки, точечки. Здесь главное тон.
Можете взять арку реально самых простых вот сюжетов ваших домов. И я почему еще такую взяла? Вот здесь начиная от самого маленького объекта, да, вот такого большого, а мы все время склонны, знаете, так, их всех уплощать. Вот если бы я такую историю рисовала, я бы взяла бы 1,5 метра, чтобы у меня человек был какой-то адекватного размера, то есть мне нужно, представьте, насколько это все увеличить. Вот эту пропорцию. Здесь у меня на одной высоте, я представляю, приблизительно. Я уже на глаз это делаю, просто потому что именно вот эта практика построения, практика всего и помогает вам делать уже со временем все на глаз. Без этого, ну как вы на глаз будете делать? Никак. Тоже темная. Темная, еще и теплая. Угу. Есть кто? Напишите. Так. Никто ничего не пишет. Вопросов нет. Я понимаю, все боятся дышать, а то сейчас опять эфир отрубится. Да. Я тоже. Здесь в эту точку у нас может идти еще и здание. Я могу его измерить, могу ориентироваться на свое впечатление об этом здании. Только недавно видела ластик. Вот, я его нашла, ура. Думаю, смотрела вокруг и нашла ластик. Боимся дышать, да-да. Сейчас все собьется, и снова мне придется рассказывать. Ну, тогда скажу уже в следующем году. Давайте здесь пониже сделаем. Тоже у нас здание. Все у нас темное. В первую очередь разбираем по тону. То есть какое оно темное. Темнее здесь крыша или светлее. Вы уже на всех уроках, я думаю, этот момент выучили. И у нас здесь с вами и архитектура, и повторяемые элементы, и оконца, и все. То есть поэтому я такой выбрала заключительную работу. Можете себе тоже усложнить задачу. Здесь у нас окна. Они могут быть светлые на темном, могут быть темные на светлом. В зависимости от того, как вам нравится. Здесь достаточно темное в этом месте. Всегда рисовала на глаз, а тут надо будет пробовать построить. Ну так в этом, поэтому рисуем типа на глаз. Откуда этот глаз-то у нас появится? Рисуем на глаз, потом такие, а почему? И все мне задают вопросы, а почему вот у меня криво? Что мне сделать, чтобы у меня не было криво? Вот. На глаз, чтобы научиться рисовать на глаз, это знаете как, чтобы научиться на ощупь, там, не знаю, швы хирургу зашивать, ему нужно, там, не знаю, 20 лет практики, и то, может, еще больше. А мы такие сразу думаем, что мы вот все взяли и уже сразу все смогли. Откуда это? Дайте себе практику-то хотя бы. Так, здесь мне нужна, тут у меня машинка. Она у меня светлая, допустим. И я понимаю, что за ней, чтобы мне ее подчеркнуть, мне нужно за ней сделать тон. То есть она у меня светлая, а за ней что-то темное. То есть я все время определяю, кто темный, кто светлый. Там могут быть еще какие-то машины, детали, еще что-то. То есть с этой стороны, например, человека может что-то темное подстерегать, как говорится. Он может быть на фоне этого светлый. А здесь у нас наоборот, на фоне этого темный. То есть ничего нам не мешает ему сделать как бы какую-то такую переходную. И тогда он вписывается в пейзаж. Здесь у нас окна темные. Там у нас какие-то линии. Вот для этого они должны быть разные. Одно окно такое, другое окно такое.
Уколы училась делать сначала на курице, потом на себе, а потом уже на людях. Вот. Я поэтому я же знаю, кем вы работаете. Поэтому это что же, даже уколы. Поэтому нужна практика. Как же? А вы же сразу вот человеку уколы на глаз делать, который первый раз делает уколы. Вы представляете? Ну вот приблизительно такое. Так себе, да? Ну вот. Штрихую. По низу потемнее. Здесь какие-то элементы у нас появляются у здания. Тут вот что-то у него такое, что-то выступает, какие-то еще повторы такие. Ну, окей. Могу окошечко тут сделать из 4 штучек, из 3. Снова. Ну, то есть вот наш графический пейзаж в карандаше начинает вырисовываться. Не мельчите, пожалуйста, если... Здесь у меня получается мелко, потому что еще, представляете, сколько будет крупного. Это я и так еще увеличиваю, наоборот, в данном случае. То есть здесь я смотрю, ага, вот этот светлый элемент. Здесь светлый, красный. Ну, тут все темное вокруг. Под машинами тень. Значит, штриховка по форме. Я хочу этого момента немножко коснуться. Что это значит? То есть у нас, как правило, форма объекта здания, она всегда вертикальная. И часто я штрихую по вертикальной плоскости. Если мы говорим о плоскости внизу, то есть какой-то горизонтальной, то по форме бывают штриховки не по форме. Это не значит, что по форме только правильно. Я просто объясняю, что это. Значит, как правило, более логично штриховать в горизонтальной плоскости, потому что у нас все, что внизу, относится к горизонту. Если я буду штриховать вертикально, будет ощущение, что у меня что-то не так, то есть, что это здание. Как я же не могу... Я же не могу написать на картине, сказать, вот это асфальт. Нам нужно это передать какими-то способами и средствами. Так, сейчас пытаюсь заточить карандаш. Плохо получается. Сейчас. Вот. Так, красиво, тоже хочется найти подобный референс. У нас тут арок нет. Это вы просто можете загуглить обычную арка в домах, и вам выйдет там 100-500 миллионов каких-то. Я потратила вчера 5 минут на поиск этих референсов. 5. И, ну, пролистайте дальше первой страницы, я вас очень прошу. Ну, потому что потом я смотрю, у всех одинаковые. Ну, и какой в этом смысл? Вот, у меня, видите, уже огрызок карандаша, который у меня на этот курс ушел. Так, давайте вверх пойдем. Здесь у нас вот это здание. Сделаю его чуть-чуть меньше. Не хочу столько. Хочу, наоборот, подчеркнуть вот здесь вот светотень. Так что будет вот так. Давайте. Тут газельки. Газелька у нас выше, чем человек. Мы можем здесь представить, что она вот так выглядит. То есть где газель располагается? Если она выше человека, то выше. Если машинка ниже, то ниже. То есть мы здесь. Я чуть-чуть увеличила, чуть-чуть модифицирую все. Поэтому... Даже у светлой газели все равно она у нас не белая. Здесь представлю, что там не 10 машин, а одна. Ну, или 2. У нас самое светлое здесь небо в данном случае.
Анастасия, правильнее от самого дальнего объекта к переднему плану двигаться? Конечно, вы двигаетесь от светлого к темному. В акварели всегда от светлого к темному, всегда от дальнего плана к ближнему. Самые большие контрасты всегда вблизи. Это, база. Так, здесь что-то там неясное. Ничего не знаю. Ничего не понятно, очень интересно. Так. Много там машин, что-то под ними. Где-то тут колеса, где-то еще что-то. Не оставляю бесхозных линий. Стараюсь. Так, здесь, допустим, вот тут вот опять наступает момент, если сложно сразу с тоном, да, вы можете себе пометить, но это не должна быть, это пометка, это очень легкая линия, это не как в скетчинге вокруг, то есть это просто легкая линия, которая вам помогает разобраться, где у нас какие элементы располагаются. Так, у нас вот здесь, их все здесь найти. Разметить себе. Но она должна к чему-то быть, она должна кому-то будет принадлежать. То есть темной, скорее всего, стене. И вот будем с вами сейчас окна разные рисовать. То есть у нас с вами заключительная такая работа. Здесь вот прям такое прикольное окно. Нужно его рисовать, так можно и без него, например, сделать. Так, и мне нужно с вами определиться с аркой, где она у нас здесь идет. Как-то так. Здесь у нее будет свет, самое такое красивое место. В третьей листа у меня как раз он появится. Я его чуть-чуть увеличу, освещенный фрагмент. И мы прорисуем с вами светотени здесь красивые. Как раз тут немножко потеряли, ну ладно. Так, теперь нам надо сначала задать какой-то тон. Тут можно вообще по-разному идти. Можно сначала заштриховать, дать какой-то тон. А потом протирать, например. Потому что у нас с вами здесь все темное. Одно из самых темных мест рядом со светом. Поэтому благополучно. А вот здесь оно светлее. То есть мы смотрим, ага, светлее, чем это, темнее, чем это. То есть это вот и есть градиент, о котором я тут все время говорю, что у нас здесь может быть светлее, чем это, а здесь темнее, чем вот это, светлее, чем вот это, и на каждом здесь темнее, чем вот это. То есть мы все время проверяем с разными предметами, светлее или темнее у нас объект. То есть он у нас будет не одинаковый на протяжении всего. Вот здесь я заштриховала горизонтально, сразу сбилась форма. Показываю вам. То есть очень важно, что если здание, хорошо бы их штриховать вертикально. Было бы неплохо, по крайней мере. Потому что это тоже бы давало им определенную... Сначала я просто набираю тон, а потом буду решать, что у меня там светлое окажется. Но не такое уж оно и светлое. Начнем с этого. Вот у нас светлое. А тут вон какой тон.
чтобы что-то протереть, чтобы что-то добавить, надо сначала тон набрать предмета. Здесь достаточно наверху, а вот внизу хочется это. В таких случаях можно немножко, тоже был вопрос, чуть-чуть, например, подрастереть, но у здания скорее это просто фактурка, поэтому не обязательно делать его идеальным. Когда очень растирают, слишком идеально, слишком неестественно получается. То есть запретов, конечно, нету. Просто важно научиться работать. Иногда мы штрихуем под наклоном для того, чтобы сбить вот эту явный штрих, то есть чтобы вот эти вот моменты стыковки штриха убрать. Ну, здесь. Bom dia. Bom dia. Здесь я могу... Ну вот я их, видите, нарисовала, а теперь заштриховала. Ну, давайте искать. Главное, что помнить? Что один раз нарисовали, значит, и второй раз нарисуем. Никто же другой за нас не нарисовал, правильно? Мы же рисовали. Ну, значит, и этот раз справимся. То есть может быть светлый, но не такой уж и светлый. Рисуем разные окна. Здесь вообще может быть очень темное. Я подчеркиваю тон. То есть у меня здесь темнее, чем балкон, темнее. Здесь темнее, чем балкон, темнее. Я не обвожу, я сначала нахожу тоновый. Мы работаем с вами в курсе с пятном. Далее, можно где-то протереть, если очень светлое хочется оставить. Где-то можно... Также легче, чем обходить 10 раз их все. Конечно, легче. Просто взяли и протерли. Здесь, например, хочу наоборот темное, а раму оставить посветлее. Вход прям темный. Разные стараюсь рисовать. Что одно окно такое, другое такое. Мозг достроит их. Далее. Здесь, ну, стараюсь не терять их расположение. Для себя потерли. И пока тут мы тут сразу следующий. Такой трамвайчик у нас получается. Практически. Тоже даю тон дополнительный. Набираю. Здесь как раз окна еще самые темные. Я поэтому поменяла карандаш, потому что он мне даст больше гораздо. Набрать. Следующий у нас балкон. Тут немножко посветлее. Как-то они сливаются. Ну, то есть они должны быть у нас разнообразные, эти створки. Иначе у нас копии балконов, это не даст нам реалистичность. Здесь вот так. Следующий может быть еще там по-другому. Так. Здесь тоже делаю штрих, дохожу до окон. Тут вообще однородные. Можно какую-то линию только подчеркнуть. Такое вот застекление. Наоборот, можно темную. Пересечение. Видите, они все разные. Какие-то детали, еще что-то у нас появляются тут тоже. Использую эти окна здесь для кондиционеры, еще что-то. Так, еще у нас, да, один.
Там светится даже. Ну, мы крышу его все равно сделаем. Угу. Я не оставляю никаких линий, работаю с пятном. Тем самым у меня начинает проявляться этот весь сюжет. Где-то добираю еще, чтобы, возможно, у меня было где-то... Темное в темном, да, темное в тенях. То есть мы всегда об этом тоже думаем, как у нас будет выглядеть. В тенях тоже есть тени, еще более темные. Каждый раз мы все набираем и набираем. Смотрим здесь. Вот смотрю, какие у нас окна разнообразные. Вот это задание про разные 50 окон, оно у нас как раз было для того, чтобы мы потом не сомневались, что они разные. И здесь где-то одно видно, где-то другое, где-то третье. Мы можем их уже упрощать, рисовать проще, не фокусироваться прямо на всех этих окнах, как на окнах, иначе сойти можно с ума. Давайте здесь сделаем. Там уже намек, что у нас все заканчивается. Я здесь их совсем светлые сделаю, чтобы как будто бы... Не надо рисовать прям вот этим вот кончиком все время. То есть вы частая ошибка, все время вот этим кончиком рисуете. Нет, я штрихую, я разворачиваю карандаш, как и кисточкой. То есть я заполняю область слегка. Даже вот эта разница в тоне, она будет помогать нам. Этого достаточно. То есть вот мы немножко разворачиваем, чуть-чуть набрали. Чуть-чуть еще. То есть вот они, все эти окна, уже более-менее светлые. Когда нужен очень темный, ну, развернули, сделали потемнее. Нужен какой-нибудь поострее карандаш, там какую-то еще форму там прорисовать. Вот эти элементы. Здесь они красивые. Наверх идет. Ну, то есть можно какие-то детали, но если они... Ну, для сталинок вот это вот очень важный элемент, поэтому я его тут рисую. Немножко, но рисую. Он помогает. То есть где-то что-то можно там как-то более тонким карандашом добавить. Так, далее мы... Что с вами? Это достаточно темное, но у нас вблизи еще будет темнее, да? Хотя, казалось бы... Вот, куда? Ну, вот есть у меня еще инструмент для супер темного. Давайте сначала нарисуем мягенькие вот эти цвета, чтобы не елозить по рисунку, просто подкладываем карандаш. Ой, лист чистый. Здесь нет линии, это просто тон, который... Я прорисовала только линию, вот одну здесь небольшую, которая подчеркивает. То есть она просто тень, линия тени. Все, вверху. Русская Санта-Барбара, ну, не могу сказать. Далее, если даже хочется вот такие легкие тени, мы как их рисуем? Так же, как в акварели. Сначала делаем заливочку первым этапом, более светлым таким. Формируем вот такими округлыми штришками, то есть по форме. Можно, конечно, совершенно разными делать способами, поэтому я просто показываю один из. Здесь тоже где-то же она находит на этот свет. То есть где-то свет не светлый, потому что там тоже падает тень.
Оставляю какие-то просветы, где-то больше. Так, определяюсь. Далее внутри вот этих мест появляются еще более темные места. То есть так у нас получается более детально. Это те ветки, которые, возможно, лежат ближе к нам, и они тоже дают тени, и у них более, то есть темное в тенях. Прорабатываем. То есть вот здесь я вижу этот участок, он более такой темный. Где-то светлый, где-то темный. Ну, тут можно добиваться разными способами, конечно же. Но более маленький, да. Внутри светлого вот этого заштриховано, более маленькие вот такие штришки уже темные. Так, далее я здесь смотрю, что у меня. И начинаю штриховать. Беру более крупный грифель, чтобы мне просто не было видно стыков. Меньше видно, когда крупнее грифель по размеру. Чем ниже, тем темнее. Так, здесь у меня, я подчеркиваю, что у меня там темный дом. Могу где-то чуть-чуть подрастереть. Так. Я следующую арку сильно рисовать-то не буду. То есть мы здесь с вами подчеркнем. Сейчас посмотрим вот этот момент. Можно даже намекнуть на элементы. Такс. Мне сейчас важно прорисовать вот этот вот контакт, что он действительно темный, а дальше арка уже становится светлее. Так, и здесь со скруглениями. Ну, мы, видите, его развернули немножко с вами, чтобы вот эту тень подчеркнуть здесь больше. Могу ее еще разнообразнее сделать. И это линия тени, это не контур, она там будет присутствовать. Я чуть-чуть упрощаю, там есть линия света, но мне уже просто хочется это доделать. Где-то посветлее, может быть, где-то темнее, тоже она разная, но здесь достаточно темно. Может быть, какие-то участки света, но достаточно темные. Так. И мы сейчас с вами уже завершаем эту историю, эту арочную историю. Здесь это лишнее.
Могла бы быть иллюстрация какой-нибудь детективной книжки. Какие-нибудь, знаете, какой-нибудь трэш обычно там. Сейчас мы с вами... Вот мой самый такой темный инструмент. Я хочу рядом со светом подчеркнуть тень. Здесь, конечно же, видите, у меня оно вышло, еще оно идет куда-то дальше. Здесь можно там. Чуть-чуть я выравниваю арку, потому что вот здесь две высоких точки не на одной линии. Ну, здесь я могу там как-нибудь упростить. Что самое фокусное место вот здесь. И мы его с вами передаем. Какие-нибудь детали. В акварели я бы все затемнила. У нас как раз этот курс «Свет и тень». Вот видите, у меня как-то все очень в тему получается, который будет сейчас на новогодние праздники. И мы там с вами как раз учимся заполнять большие темные пространства. Здесь вот немножко кривенько. Так бывает, мы тоже все исправляем. Это нормально. Вот. Тут можно и уголь использовать, что вы хотите уже для затемнения. Здесь темно, где-то там уже светлее. Рисую под Шопена. Прекрасно. Я тоже люблю очень. Я очень люблю Шопена. Это мой любимый композитор. Ну, то есть здесь уже по стилизации, как хотите, можно как-то там завершить самые темные участки. Хочется, можно доштриховать все. Мне, по сути, нужно вот это вот место, только самое темное, рядом с тенями. Можно с тенями объединить, чтобы это было не отдельно. Так. Нет, это не... It's not... charcoal, yeah, sorry, it's also graphite, but it's graphite block. But yes, you can use charcoal. Так. Вот здесь можно тоже его немножко на больших таких зонах, вот как раз
чуть-чуть, да, загасить, чтобы большие зоны у нас были более равномерными. Я стараюсь сейчас в этом уроке ответить на все ваши вопросы по поводу штриховки, по поводу... Вот здесь в глубине тени она гораздо более темная. Вот, на первом уроке света и тени в марафоне мы как раз с вами в акварели будем изучать вот эти арки и какого цвета там тень. Так что присоединяйтесь, очень вас жду. Так что вполне себе можно подарить на Новый год. Так, немножко с вами. Ну, то есть хорошо бы там было больше пространства вверху, но уж что есть, что имеем, как говорится. Вот. И здесь все-таки я тоже еще затемню, чтобы показать свет. Здесь что-то может быть светлее, чем низ, что-то темнее. Можно какие-то, например, световые объекты протереть. То есть вот у нас там свет падает в карандаше. Раз. Сначала сделать, потом протереть эти блики. В нормальном пейзаже всегда будет переход тона, он будет очень большой. То есть это не будет какой-то, знаете, чуть-чуть сразу резко темный или сразу резко светлый. Конечно же, там тоновый переход достаточно глубокий. И поэтому мы с вами стараемся за счет инструмента передать этот тон, переход этого тона. Здесь еще чуть-чуть. Угу. Ну, тут хорошо, если будет такой плавный переход. Можно чуть подрастереть, можно чуть-чуть еще помочь себе это графитом сделать. То есть, чтобы был плавный переход тона. Если это большое темное пространство, которое не является каким-то фокусным, лучше, чтобы там этот тоновый переход был естественным. Сейчас, конечно, отражается, видите, блестит, но в угле блестеть не будет, например. Ну, это все равно нормально. Все равно нормальная штриховка. Так, муха села на варенье. Ну, здесь, например, даже лишнее что-то. Не буду здесь уходить никуда. Тут подчеркну. Тоже элементы начинаются у арки. Подчеркну этот момент. Вот здесь вот именно линия лишняя. Я все-таки сделаю просто мягкий. То есть вот линии нам могут как раз сбить весь этот момент. Я сделаю вот такой вот, чтобы она у нас была нужного тона, чтобы она у нас не сбивала нам здесь. То есть линия именно яркая, она лишняя. То есть мы все можем ошибаться. Главное определять свои ошибки и знать, как их исправить. Это нормально. Здесь может быть какой-нибудь там адрес. Какой-нибудь элемент. Так вот. Здесь сделаем с вами переход. Тоже более мягкий. Может быть, на асфальте. Но не увлекайтесь вот этим растиранием, иначе будет все слишком, знаете, идеально. Фактура уйдет, поэтому еще можно вот так вот потом светлые блики, например, протереть, будет более естественно.
в карандаше тоже может быть шикарная работа. Так, конечно! А почему нет? Кто сказал, что нет? Кто вас так от этого карандаша-то? Почему это предубеждение? Это как по улицам ходят медведи, уже давно не ходят. И как бы откуда, почему карандаш какой-то скучный и неинтересный? Наоборот, это же акварель, это графика. И основа акварели – это как раз карандаш, понимание работы с тоном. Откуда мы там настолько не любим все? Не знаем, как работать в карандаше, сложно и в акварели будет. Все очень просто. Можем какие-то темные участочки здесь, самые темные, если хотим, темные в тенях как раз для объема еще добавить. Тогда у нас все, то есть точечками какими-то небольшими. Там, где колесики, там еще что-то там такое. Разницу в тоне. Вот мы. Здесь не дорисовала, ну там полоски. Там все светлое. Видите, казалось, пока белый лист, казалось, там все такое темное. Когда мы дошли от самого темного, от самого светлого к самому темному, оказалось, что не так уж там и, как говорится, темно, как нам казалось. Просто пока у нас белый лист, нам все будет казаться супер темным, понимаете? Нам нужно растягивать этот тоновый контраст от светлого к темному. Еще можно вот здесь заштриховать. То есть хотим подчеркнуть этот цвет. Набираем тона. Поверх. Вот в чем плюс. Раз поверх, у вас ничего не исчезло. Предметы-то не исчезли. Неважно, насколько классно нарисован один предмет. Если все вместе становится... у вас не поддерживает общий тон, не поддерживает контрасты, то неважно, насколько у вас классно нарисован человек или машина или еще что-то. Главное, чтобы все работало на единую задачу. 22-й, может, это крайняя работа в 22-м году, не знаю. Вот. Соответственно, вот мы с вами разобрали сегодня арки, разобрали, как их строить, разобрали конструкцию. На примере вот этой арки мы с вами здесь изучили тон, то есть, что у нас все равно, несмотря на тоновые, то есть здесь, да, темное, да, светлое, видите, контраст он есть, но здесь контраст больше, то есть мы за счет инструмента еще более там мягкого карандаша можем еще отдать больше, научились работать с общим тоном, когда мы просто берем, чуть высветляем, например, и этого нам достаточно. Вот. Так она и должна светиться, весь акцент на нее. Вот. И именно благодаря контрастам научились смотреть, что даже если есть контрасты внутри, они могут быть совершенно небольшие. Не надо туда вот такой лепить, например, делать прям темные. Они вот такие вот, и этого достаточно для того, чтобы было понятно, что там. Поэтому такая вот разноплановая работа. Давайте сейчас, ну вот, да, переключу на себя. Вот, потому что мы с вами на сегодня отработали. Уже сегодня свет, уже тень, ничего нету. Вот. Я желаю вам... Можете задавать, кстати, вопросы, пока я там что-то вам желаю. Это хорошее, мне кажется, завершение курса для того, чтобы мы все-таки полюбили рисовать все в карандаше. У нас, кстати, с вами, те, кто рисовал, должно быть там целая пачка работ. У меня он и деревья с прошлого раза, и пейзажи. Кто не рисовал, надо уже давно присоединиться. И елочка, машина. Вот такое. Какие-то у нас элементы. Фонарь в прошлого раза. Так что целая коллекция графических работ. Небольших. I love your art. Thank you so much. И
Замечательный 4-й сезон. Отлично, видите, я очень рада, что это радует и вас. Вот, поэтому рисуйте. Это в любом случае работа с тоном вам пригодится везде. И даже если вы потом разлюбите акварели, будете работать маслом, даже если вы там, не знаю, что угодно. И самое главное – это скелет и основа. То есть в любой технике, в пастели или в акриле, или там, не знаю, в чем угодно. Вот, поэтому желаю всем, как говорится, с карандашом работать и подружиться, и понимать, за счет количества действий у вас тон увеличивается всегда. Больше действуем, больше тона в каждом из фрагментов. И это очень хорошо чувствуется через карандаш, потому что там мы прям связываем вот эту голову и руку, вот эту практику работы с тоном, потому что понимать-то мы все понимаем, но пока мы не связали вот это ощущение, у нас знания не закрепились, это просто некие знания, которые в воздухе. То есть я-то все понятно объясняю, но надо, чтобы вы это закрепили. Отличный сезон, как раз искала что-то подходящее, многое понятно, нужна, конечно, еще тренировка. Спасибо за труд. Конечно же, то есть я и говорю опять, как с ключом. Можно его не взять, без вашего шага ничего не получится. У меня могут быть знания всего мира, я буду готова вам их отдать, мне не жалко. Вопрос, что их нужно взять. И это личный шаг каждого. Взять, захотеть и поработать, чтобы взять. Все. Это супер важно. Я рисую пастели, ваши руки бесценны. Спасибо большое. Вот пастелист подтвердил. Это действительно так же. Мы без разницы как. Тем более мы набираем тон. Даже если у вас не от светлого к темному идет работа изначально. Но вы понимаете, как рождаются светлые тона, как рождаются темные, как рождается воздушная перспектива. Для акварелиста это вообще как бы... Вот карандаш, это же вот прям непосредственно самая белая бумага. Вот, и поэтому как бы, я прям была удивлена на этом сезоне, когда все говорили, что, о боже, карандаш может быть интересным, а я не думал. Ну, это даже так странно, мне казалось, у меня просто с карандашом гораздо большая любовь, она вообще с детства и на протяжении очень долгого времени. И мне кажется, что им можно гораздо больше даже возможностей получить и гораздо более каких-то глубинных вещей там проработать. Поэтому на самом деле не недооценивайте какой-либо инструмент, тем более в графике. Вот. До сих пор было акварель отдельно, карандаш отдельно. Теперь все объединилось. Отлично. Это самое главное, чтобы было понимание, что да, безусловно, графическая работа – это вот отдельная работа. Ее не надо такую под акварелью рисовать. Да? Но понимание, как вы работаете от светлого к темному вот на графике, оно такое же в акварели. Точно так же мы первой заливкой делаем свет, начинаем с дальнего плана, на ближнем плане самые большие тени, делаем в последнюю очередь самые темные. То есть схема действия такая же. Вот. И мы, конечно же, отрабатываем. Я очень рада, и я всех благодарю, тех, кто был на сезоне. Мы завершаем, очень-очень приятно. Я вас жду на марафоне «Свет и тень», правда, потому что мы будем и арки рисовать, там будет как раз на первом уроке арка, и в акварели с цветами уже. Вот, дальше будут и деревья, будут сложные тени и построения, поэтому, конечно же, я вас там жду, как я могу там вас не ждать, вот, присоединяйтесь, мне будет очень приятно, вот, поэтому по ссылке активной в профиле здесь можно найти, в моей школе Art Kustovo School, на главной странице artkustovoschool.com, вот, и поэтому там встретимся. Анастасия, благодарю вас за то, что делитесь своими знаниями, своим творчеством, всегда поддерживаете нас, верите в нас, это очень ценно, благодарю. Спасибо, мне очень приятно, Настя, спасибо огромное, очень, очень ценно, всех знаю, как сказать, не в лицо, но по аватаркам, вот, и, конечно же, верю в вас, это же очень, очень важно, я вижу, ну, то есть вот, да, вначале там все как-то очень сложно раскачивались, а теперь по работам, по всему, я, конечно же, вижу, что это все прошло не зря, я вижу этот прогресс, я выдохнула, мне прям очень приятно, конечно, я вами горжусь, я вижу, какую работу проделали вы, и это ваша заслуга, это в первую очередь, ого, у меня тут упал снег просто, аж я испугалась, все, мне тут окно залепило.
Вот, в первую очередь, это ваша заслуга. Вот, поэтому кроме вас эти шажки не сделает никто для самих себя. Поэтому я могу быть вашим проводником, я могу вам рассказывать все знания, но в первую очередь, ну, я их не смогу поместить вам в голову. Поэтому через практику они туда и сами и помещаются. И вы замечательные. Мне кажется, рисование помогает, не знаю, быть счастливее, радостнее, нести эту красоту вокруг, поддерживать людей вокруг. Это действительно объединяет, как минимум показывает, какое у нас тут классное сообщество, когда мы все вместе общаемся, и это очень круто. Спасибо вам огромное. Прощаюсь, но не прощаюсь. Вот, так что будем на связи, и в телеграм-канал мой подписывайтесь тоже. Там всегда я еще, чуть-чуть посвежее. Там нет вот этого, знаете, ограничения на публикации. Я там могу чуть побольше всего в день выкладывать, так что есть мне чем с вами поделиться. Все, спасибо за сегодняшний день. Вот так много-много долго мы проработали, но это было очень круто. Спасибо, пока-пока и до встречи. Да, до встречи на марафоне.